Приветствую, друзья! Сегодня я предлагаю продолжить рассказ о наушниках компании JS Audio, но теперь это будет одна из младших моделей JS Audio GD3B. Она также имеет гибридную основу и базируется на одном динамическом и двух арматурных излучателях. На этот раз за бас будет отдуваться лишь динамик, а верх и середина отданы под власть двух излучателей Sonion 23 серии. В чем разница и стоит ли того переплата за SD3, в этом нам сегодня и предстоит разобраться. Собственно, поехали! Ровно как и в прошлой модели, наушники поставляются в очень неплохом пластиковом боксе со щеточкой для чистки, пакетиком белых амбушюр и наушниками уже сразу готовыми к использованию. Кабель здесь посеребренный, удобный, с сопротивлением 0,118 Ом. То есть, как понимаете, очень годный кабель нам сюда положили. Соединение, как и у всех остальных моделей данного бренда, осуществляется на вилочном коннекторе 0,78 мм. Корпус у GD3B тоже прозрачный, сквозь него виден прикрытая крышкой динамик со звукоотводом и два одинаковых арматурных драйвера. Причем от динамика идет одна акустическая трубка, а от двух арматур другая. И выходит все это ровно в два отверстия на звуководе, который, конечно же, имеет выступ для удержания амбушюр и сделан из того же материала, что и весь остальной корпус. На фейсплейте же у героев обзора, на мой вкус, не совсем такая фотогеничная белая поверхность, вблизи напоминающая эдакий камень или даже плитку. В ушах модель сидит, на мой взгляд, превосходно, комфортно и с отличным уровнем пассивной звукоизоляции. Вот так вот, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас чуть более продолжительный относительно нормы импульс, допустимые расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 1,5%. Все ровно вот одно и то же. Только фаза здесь ведет себя куда более предсказуемо, а затухание на 30 и 60 дБ соответствует примерно 80 и 110 миллисекунд. А ЧХ же в этот раз выполнена просто феерически. Бас акцентирован, но чуть-чуть с хорошим заходом в саб-часть. То есть его будет прямо в норме. Разборчивость тоже приподняли, как и средний бас. Причем все очень аккуратно, буквально на несколько децибел. А чтобы ничего не травило на верхах, сделали компенсационную яму и тут же подчеркнули их коротким пиком на 8 кГц. Тем самым влив в звучание немного воздуха. Буквально, друзья, образцово-показательная ЧХ. Такую можно было найти и в довольно серьезных наушниках баксов эдак за 400 или 500. Однако не спешите делать далеко идущие выводы. Все это всего лишь настройка, а тембральная составляющая, она говорит, очень мало. Звучат же JS Audio GD3B гораздо чище на низах, детальнее, но при этом как-то не особо выразительно. Вокал, как и другие лидирующие инструменты, буквально тонут в треке, теряя ощущение границ и сводя на нет все дополнительное пространство, вычищенное для нас посредством АЧХ. То есть текстура заметно улучшилась на низах, теперь это просто хороший динамический звук, без рекордов в плане скорости и отрисовки, но все басовые инструменты звучат четко и довольно реалистично. А вот весь остальной диапазон приходится отдавать на откуп привычке. Уже через 5-10 минут слух привыкает и кажется, что играет все четко и круто. Но стоит взять любые хорошие наушники для сравнения, как понимаешь, насколько тут задвинута середина, а верха вообще отвели даже не на второй, а на третий или четвертый план. Нет той мелодичности, выразительности и натуральности. Вокал кажется каким-то ватным и немного размытым. При этом в положительном ключе можно выделить отличный объем, глубину и общую массивность, насыщающую все среднечастотные инструменты. Эдакий получается уклон в масштабность. Тяжелая музыка звучит вроде бы правильно, но как-то странно. Бас рубит прилично, ритм гитары тоже сочный и агрессивный. А вот вокал непонятно притоплен, как и верха. Повторюсь, к этому можно легко привыкнуть, однако тюнинг, мягко сказать, необычный. Электроника и этника играет ровно в том же ключе, словно лидирующие партии просто размазали по сцене без четкой фиксации источника звука. Имеется в этом, конечно, и свой кайф. Такая музыка вообще не напрягает, и с ней очень здорово работать или заниматься какими-то посторонними делами. Но ровно в том же и заключается недостаток. Ты забываешь о музыке, она не цепляет, не пытается увлечь, она просто где-то играет на фоне. Мягко, приятно, не напрягающе, но это больше как эффект окружения. Что-то в этом, естественно, есть. Можно, например, говорить о широчайшей сцене и максимальном погружении
настроении, но тут больше лукавства. Самое же веселое, что буквально после нескольких минут прослушивания такое положение вещей начинает даже нравиться. Разобраться помогает только освежающее сравнение с теми же SD3 или какими-нибудь другими наушниками, которые расставляют все по местам. Однако слушаешь и снова погружаешься в этот интимный мирок музыки окружения. Так что я даже не знаю, если вы под музыку работаете, то GD3B будут вот то, что надо. Вы сможете разобраться со своими мыслями, что-то обдумать и даже реализовать. При этом наушники дадут вам правильное такое настроение и не будут отвлекать от важных дел. В этом их основной и самый важный козырь. А вот для нужд именно вкушения звука, выслушивания данная модель годится, на мой взгляд, очень слабо. Вы все время будете отвлекаться на свои мысли и незавершенные задачи. Они просто не способны захватить ваше внимание целиком и уж тем более дать тот самый вау-эффект. Вероятно, они для этого и не предназначены. Итогом внутриканальные трехдрайверные гибридные наушники JS Audio GD3B – это скорее помощник, помогающий раскрасить ваши будничные задачи в приятные теплые краски и добавить им настроение. Эдакий катализатор, и относиться к ним нужно именно так. Это наушники для атмосферы, чтобы не отвлекали и не мешали работать, при этом чуточку развлекая вас в фоне. И этим они прекрасны. В сравнении же с другими моделями им очень недостает выразительности, резкости, четкости, да и реалистичности в целом. Эмбиентная модель, и этим все сказано. А на этом у меня все. Это были GS Audio GD3B. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.